Всем привет, ребят! Сегодня хочу показать вам такой сварочный аппарат ВД-306. Долго не мог понять, что это за агрегат, когда он попал ко мне, так как шильдики с информацией отсутствовали. Но немножко погуглив в интернете пару часиков, я понял, что это ВД-306. Буквенный индекс я не знаю, но предполагаю, что это УЗ. Сегодня в планах у меня сделать на него обзор. Сейчас посмотрим на него внешне. Так он выглядит. Такие ручки у него для транспортировки. Доставать я их не буду. Звук адский, примерно вот такой. Диапазон работы. Кнопки включения и выключения, контрольная лампа. Ампераж. Регулятор силы тока. Вот так он внешне выглядит. История у него такова: он валялся лет 10-15, занимал место, но его решили выкинуть. А я его бережно так перехватил. Такие кабеля. Сегодня вскроем крышки, проверим целостность его. Что там сгорело, не сгорело, или может катушки уже кто-то спер до меня. Включим, если заведется, поварим. Если не заведет, то я его разберу при вас. Посмотрим, сколько в нем меди, алюминия, черного металла, все взвешу. И сейчас приступаю к размотке кабелей. Кабеля размотаю, включусь, будем снимать крышки вместе. Так, размотал кабеля. Сейчас беру отвертку, начинаю снимать. Начинаю с регулятора силы тока. Откручиваем болтик здесь. Все крутится легко, как будто здесь кто-то уже был до меня. Так, поближе. Видно, в принципе. Здесь два болтика. Откручиваем один. Здесь их всего два, должно быть 4. Двух нет. Так. Поднимаем крышку. Боковин, наверное, я вскрывать не буду тратить время. С виду все целое. Здесь пылище, но воды нету, слава богу. Такие катушки, вентилятор, можно на комп ставить. Так, сейчас попробуем вентилятор. Так, крутится, ничего не заклинивший. Еще вроде не горело. Сейчас еще боковину сниму. Думаю, интересно будет. Так выглядит спереди. Здесь уже через низ подключено. Минус-плюс. Вон питание. Фаза оторвана с 0, видимо, на корпус. Сейчас все это примотаю и, в принципе, будем подключать. Сейчас боковину снимем вместе. Я покажу, что там еще сбоку как. Не заработает, значит, поедет в металл. Рядом автосервис, шумно. Извиняйте. Откручивать все на удивление легко. Ничего не надоело.
Ну вот, в принципе, ничего не погорело, все нормально. Катушки здоровенные. У меня вентилятор здесь, конечно, поражает своими размерами. В компьютер такой натуре надо себе ставить. Вон там электромотор такой. Ну, разбирать я не буду. Если не заведется, то потом уже разбомбим вместе его. Так, ну сейчас ставлю крышки на место. Устанавливаю провода питания. Подмотаю силовые кабеля. Вот. Ну и попробуем запустим его. Как все восстановлю, я подключусь. Думаю, это не интересно никому. И тут буду ковыряться. Дальше посмотрим подключение. Заработает, нет, может бомбанет. Вот, сейчас подключусь попозже. Обдуть же забыл. Извините за шум. Так, ну вот, короче, облагородил провода, подключил заземление, 0 фазу установил. Заземление идет на ленту. В помещении у меня заземление здесь есть. Размотал кабеля. Кабеля вроде нормально, не пробиты. Вот, крышку боковую поставил. Верхнюю ставить не стал. Сейчас включим, посмотрим, как варить буду, уже ее закрою. Вот. Сейчас подключаю питание. У меня в соседнем помещении автомат. Включим автомат. Сейчас я пока поставлю. Так. Ну и сейчас будет самый трэш. Так вот, я его составляю здесь. Так вот, выставляем. Я буду в соседнем помещении, вы здесь. Сейчас будет момент истины. Включаю автомат и посмотрим. Я пошел. Ждите. Автомат включен. Но ничего не происходит. Так, сейчас попробую через спускатель. Ага. Ох ты. Вот это да. Пошли смотреть. Спускатель не работает, похоже. Что-то выбило. Так. Авария. Авария. Так, ребят, сейчас отключусь, посмотрим. Попробую заново. Под автомат вырублю. Сейчас включимся попозже. Так, выключил я автомат, сходил. Внутренности. Вот какая-то лопатка. Не знаю для чего. Ну, как похоже на концевик. Для чего она, я не знаю. Она начала там впадать в лопасти. Вот. Сейчас попробую включу еще раз. Посмотрим. Почему-то пускатель не включается нормально. Сейчас еще попробую раз. Так, пробуем еще раз.
кнопку. Ну, вибрации дикие, короче, от него идут. Вот это мотолыга. Так, это концевик, похоже, да. Я так предполагаю, если нет охлаждения, он выключается. Сейчас попробуем отверткой поджать. Все под током. Так, сейчас не буду тратить время. Сейчас налажу, заработает, включусь. Короче, ребят, я, похоже, разобрался. Вручную вот этот концевик я нажал. Все, пускатель сработал, аппарат запустился. Вот, вентилятор крутится в обратную сторону, всасывает воздух сюда. А должен дуть наоборот. Когда он дует, эта лопатка нажимает на концевик, и сигнал идет на пускатель, и все запускается. Вот. Почему может крутиться вентилятор в обратную сторону? Ну, я предполагаю, что перевернута фаза. Неправильно. Сейчас я их переверну и посмотрим, заработает или нет. Ну и сейчас продемонстрирую работу. Сейчас включу штекер 380. Так, розетка включена. Так, ставлю, чтобы вам было видно. Так. Берем отвертку. Это, конечно, все опасно, но я постараюсь. Вот я вручную замыкаю. Все, аппарат работает. Вторая руководка. Оп. Аппарат выключается. Сейчас переверну фазу, включусь. Если не поможет, вот так концевика ставлю с отверткой. Зажму его чем-нибудь. Так, ну вот, ребят, перекинул фазы, собрал вилку. Так. Опять момент истины. Втыкаю вилку. Пробуем запускать. Так. Стартуем. Все. Все, аппарат работает. Что-то только амперметр не показывает. Не знаю почему. Поэтому сейчас выясним. Все, лопатка нажата, концевик нажат. Все, выключаем. Так. Моя логика мне помогла. Ну все, сейчас навешиваю крышку и будем пробовать. Ну, что-то странно, не горит контрольная лампа. Амперметр не работает. Неужели там что-то с диодами? Ну, сейчас посмотрим. Может, сгорало все к чертям от времени. Сейчас крышку поставлю и уже включимся на электрод. Так, ребят, крышку поставил. Сейчас буду пробовать варить. Вот. Сейчас зажму профиль вам в тиски. Все подготовлю. Сейчас разверну. Вот зажал профиль, кинул массу. Один неудобно
Ставил электрод в держак. Такой держак у нас. Сейчас пробуем запускать. И будем варить. Ничего не показывает. Так, пробуем. Не хочет. Сейчас поищу причину, включусь заново. Так, ну вот, ребят, аппарат заработал. Дело было в клемме, в месте обжима, окислилось. Вот. Ну, кувалдочкой простучал, и все заработало. До этого разбирал пару раз корпус, танцевал с бубном, мерил напряжение. Напряжение выпрямители есть. Ну вот, постучал, неисправность ушла, все заварило. Сейчас покажу, как он варит. На профиль вот на этом. Так, настройки 125-315. Здесь поставим. Шесть. Звук адский, извиняюсь. Так, варить будем через стеклышко. Электроды веса ПОК 46, 3 мм. Вот. И попробуем уонить. 1255, четверка. 2015 года, электроды старые, может, отсырели. Ну, сейчас увидим, как. Вот. Так, закрываем стеклышко. Камеру немного потрясет. Так, начнем стройки. Запускаем аппарат. Глаза. Так, ну вот как-то так. Варит ровно. Мне нравится. Ну, сейчас приварим болтик. Такой болтик. Сейчас навалю тока. Стеклышко. Поехали. Вот как-то так. Ну и попробуем уонить.
4. Валим еще току. Десятку поставь. Камеру. Такой уголок. Тоже попробуем болт приварить. Итак, швы дорожки. Закрываю вас стеклом. Толку, конечно, все равно, наверное, ничего не видно. Ну, как есть, как получится. Так, 4. Дорожка. Так, ну и попробуем болт. Стекло снимать не буду. Эх, вот как-то так. Я не профессионал, строго не судим. Такие шовчики, блестящий шлаками. Короче, замудохаешься его отбивать. Ну вот, ребят, такое получилось видео. Разобрать, к сожалению, нам этот аппарат не получилось, так как он работает. Придется его куда-то реализовать. Ну а так, всем спасибо за просмотр. Пока.